Всем привет! Новое видео для вас. Вместе будем наносить сегодня вот такой вот травертин. Это торговая марка Effectum, покрыта воском. И такой интересный вариант. Смотрим. Кварц-грунт наносим. Колерованный. Светлый цвет. Укрываем поверхность и задаем ей равномерный тон. И одновременно мы еще стараемся создать себе шероховатость для удобства нанесения и для сцепления. Наносим в круговую, в углах наносим кистью, все основные стены наносим валиком. Валик ворс 4-6 мм. И раскатываем как краску. Представьте себе, что это краска. Вот так. Кстати, видите фото там, да? Вот его мы хотим повторить. Обновляем образцы. С валиком опять не повезло. Да, с валиком у нас беда. Кто-то, похоже, колдует, чтобы валики нам такие приезжали. Вот у нас все хорошо, прям все хорошо, но инструменты, вот валики, кисти, это жесть. Не можем найти нормального поставщика себе для инструментов. Кельмы хорошие, губки хорошие, то есть все вот эти вот аппликаторы, все это есть. И кисти, валики как-то нам вот не везет с этим. Поэтому мы вам валики от себя не предлагаем. Штукатурку предлагаем, ссылки в описании. Комплектуем, отправляем, выбираем цвета. Если нужно, снимаем видеоурок индивидуальный. Оставляем сохнуть. По просьбе наших зрителей снимаем ведрышко. Вот так выглядит травертин, торговая марка Effectum. Вот его будем наносить. Наносим с помощью кельмы и маленького шпателя однородный слой травертина. Миллиметровый примерно, 1,5 миллиметровый. Так, чтобы укрыть поверхность стены. Даже, наверное, не миллиметровый, а меньше. Он практически наздир. То есть единственное, что мы должны сделать, это укрыть белый цвет. Ну, то есть светлый, видите, у нас кварц-грунт светлее получился, и мы его укрываем. Как шпаклевочный, что ли, он, как его назвать? И что мы дальше должны будем сделать? Все заварится и все. То есть оставляем сохнуть? Да. Надолго? 15. Минут 15 мы оставляем его сохнуть. Если вы делаете на большой стене, то, соответственно, вы поступаете таким образом. Наносите участок, наносите следующий. И пока вы там до 5-го, до 6-го участка дойдете, небольшими ведь вы будете участками наносить. Когда вы дойдете до 5-го, 6-го, у вас первый уже как раз подсохнет. Ждем. Немножко, когда подсох, вот чего мы с вами и ждали. Мы вот так щеткой, жесткая щетка, специальная для таких ситуаций, вот она Паван. И мы делаем вот такие вот дырочки. То есть мы хаотично. Ой-ой-ой, как засвечивает. Сейчас передвинусь. Вот так получше видно, да, все равно солнце. Ловлю как могу. Видите, никак тут не подловить. То солнце, то руки, то фонарь, аптека. И немножко оставляем еще подсохнуть. Когда он чуть-чуть подсохнет, мы его подожмем. Подсох, и мы его кельмой чистой приглаживаем, чтобы не было острых краев. Вот смотрите. Вот.
То есть дырочки остаются. Было у нас вот так. Вот они, острые края. И вот так мы их приглаживаем. Чтобы не царапать руку. Вот так мы добиваемся. И теперь у нас тот же самый травертин, белый. Мы его разбавили водой пожиже. Прямо такой жиденький-жиденький. И немножечко местами добавим белого цвета. Таким образом. Прям пополам его разбавили. Мы его вмешиваем кельмой в полусырой колерованный травертин, максимально растирая края, чтобы не было четкой границы. То есть он как облачко должен быть. Мы наносим сырой на сырой материал, то есть сырой на полуподсохший. Вот смотрите, если подсыхает больше, чем нужно, уже растушевать становится сложнее. Там, где слой у нас был тоньше, там материал высох сильнее, и он уже тяжело размешивается. То есть остается четкая граница, а нам нужно размазать максимально. Мне кажется, в некоторых случаях даже можно губкой воспользоваться. Если где-то не получается растушевать, то влажненькой губкой размываем границы, чтобы был такой слабый-слабый переход. Ровную поверхность покрываем белым, а сами кратеры, вот эти точечки, их оставляем нетронутыми. Белого цвета вы можете добавлять так, как вам удобно. Хотите много, хотите мало. Это уже ваше дело вкуса, скажем так. Смотрите, получился вот такой у нас образец. Травертин колерованный, травертин белый, точечки. Но точечки слабо видны. Они такие светлые-светлые. И издалека даже не видно. Вот я поближе поднесу, вы увидите их. Да? Красиво? А если отходим подальше, то вроде бы как и нету. Давайте их сделаем повыраженнее. Так, мы берем кисть, да? Да, воск. Воск колерованный и кисть. И кистью туда вбиваем. Цвет поярче, чтобы были видны непосредственно сами вот эти кратеры. Такой интересный вариант. Не однотипность ведь все снимать, одно и то же. В точки прям вбиваем и вбиваем. Губочкой растушевываем.
чтобы опять же не было явных границ. Так, я вижу, что мы губку уже макнули в воск. Ну ладно. Беленький травертин добавляется местами, там, где показалось слишком темно. Все это делается, пока полностью не закончено, можно добавлять, добавлять, добавлять. В этом плюсы штукатурки декоративной. Что-то не нравится, можно исправлять. Что-то не нравится, можно исправлять. Это не как обои. Купить и поклеить то, что есть уже, это и терпеть. Здесь есть множество вариантов. Делаем, делаем, делаем до тех пор, пока не начинает устраивать полностью. В ход пошла кельма снова. И вот так вот, добавляя беленького и кельмой растушевывая, мы получаем эффект. Сейчас вы его поближе увидите, я думаю, что вполне зачет. После полного высыхания можно покрыть лаком или воском. Вот таким вот образом выглядит. Вот так поближе. То есть у нас кратеры. Что мы делали, напомню, мы наносили кварцгрунт. Дальше мы наносили колерованный травертин. Щеткой мы формировали вот эти дырочки. Спустя некоторое время мы их приглаживали кельмой. С помощью кисти темного цвета воск в кратеры вбивали кистью, растушевывали его губкой и сверху еще белым травертином вот таким вот образом покрыли жидким-жидким, создавая белесость. Мне кажется, что неплохо. Не забывайте поставить лайк, подписаться на наш канал, задавать вопросы в комментариях. И всем пока!